Привет, пап. Привет. Что мы сегодня делаем? Манты. По старинной американской традиции на Супербол делаются манты. Все это знают, конечно. Все это знают. Не надо им говорить, что они уже знают. Но мы же не могли бы смотреть Супербол без манты. Как можно? Как можно? Мясо ножом рубится. Вот так. Так вкуснее. Можно, конечно, там в процессоре как-то сделать, помолоть или в мясорубке, но тогда будет невкусно. Твой секрет? Так учил Наумочкин. Научка тебя и плов, и манты научила. Плов и манты, да. И шурпу. Шурпу. Так что для этого надо слушать Аллу Пугачеву. Ну, старые советские песни. Поняла. А то не получится. То не получится. А это то же самое Кикабазис какой-то? Кикабидзе. Кикабазис. Как его зовут? Вахтанг Кикабидзе. Или Вахтанг? Вахтанг. А еще его Вахтанг. называли Буба Кикабидзе. Да, Буба. Буба. У нас были диски, там написано было Буба. Буба Кикабидзис. Он грузин. Грузин. Он хороший актер, мне кажется. Хороший актер, хороший. Но он поет как актер тоже. А как его фильм называется? Это Чито. Чито Грита это из Чито Мимино. Мимино, да. Это хороший фильм. Это самый лучший. Привет, мам. Хотя они уже все знают, мы говорили, как надо манты делать для Супербол. Как традиция американская. Помнишь, я в Англии решила смотреть всякие советские фильмы? Не остановила эту цель. Надо опять с вами посмотреть фильмы какие-то. Особенно, раз мы вместе теперь. Начни с Чапаева. Чапаев? М? Это старый? Старый. Я смотрела этот фильм, где они на корабле, и там кого-то убили, и там война какая-то, и там никто не говорит. Только музыка играет. Очень старый. Броненосец пойдет. Да. Я ничего не поняла. Там не мой фильм, как ты можешь не понять? Там уже языка нет. Я не поняла, что случилось там. Почему они хотели капитана... Ты видела, какое мясо дали? С Ну червями. да. У нас такого мяса нету. У нас очень хорошее мясо. Ну, это цветной фильм был. Это цветной? Не, я черно-белый видела. Там он черно-белый, но Тогда он когда видно, какое на мясо. Нет, когда на корабле поднимает восставшие эти матросы поднимают красный революционный флаг, в каждой копии фильма вручную этот флаг красили красный. Только этот момент? Только этот момент и только флаг, да. Интересно. Вручную красили красным цветом. Так что это был цветной фильм. Надо посмотреть «Веселые ребята». Веселые ребята? Угу, это такая голливудского стиля музыкальная комедия. Веселая, радостная, снятая в самые страшные времена. По-моему, сценариста этой комедии арестовали прямо во время съемок. Из-за чего? Тогда не было из-за чего. Просто время, очередь его пришла арестовывать. Ну, не знаю, по-моему, его не расстреляли. Только арестовывали? Да. Повезло. Как сказать. Традиции надо соблюдать. А
у тебя же есть другая традиция, где вы картошку на камине. 23 февраля. Я не знаю, может, ты захочешь это снять. Но, не знаю, в этом году, может, не будет опять полного сборища. Ну да. Но 23 февраля, начиная с 23 февраля 2004 года, каждый год мы собираемся и смотрим, по-моему, 4-я серия с фильма «17 мгновений весны» вместе с Штирлицем печем картошку в камине и мучим русские заунывные песни. Какие песни? От школы? Откуда вы знаете эти песни? Из фильма. А, Как Штирлиц. Штирлиц. Ты не знаешь, кто такой Штирлиц? О актер? чем с тобой говорить? Ты не знаешь, кто такой Штирлиц. Объясни мне! Это тоже такая обидка была про суперразведчика советского в тылу у немцев во время Второй мировой войны, который якобы был полковником разведки немецкой и добывал все ценные сведения для Советского Союза. Вот про него фильм. Все полностью придуманное. Кто придумал? Авторы. Знаменитые или нет? Знаменитые. Такие знаменитые, что ты их не знаешь. Но фильм был талантливо сделанный, стал очень популярным. Штирлиц, как персонаж, пережил фильм, стал героем анекдотов. А это кто? Я не люблю. Это Владимир Высоцкий. Это Он тоже курит или что-то? У него такой голос. курит и пьет. Пил и курил. Это большое явление в русской культуре. Это его... Он певец, скорее поэт, поющий. Он был актером. Талантливым. Я никогда не... Мне никогда не нравилось, пока я рос, его песни мне не нравились. Почему? Не мой стиль был. Нет. Один раз мне институтский друг моей мамы, друг моих родителей, я у него останавливался по дороге на соревнования в Москве, у него останавливался. А он был большим поклонником. Это была, так как скажем, неофициальная культура. Его песни не издавались. Он пел на таких полузакрытых концертах. Они все записывались и потом переписывались многократно на магнитофонах. Так у него было, он утверждал, что у него было все, что когда-либо было спето. И у него было все записано. Он мне говорит, ну вот послушай. Я сказал, да я не люблю. Он так посмотрел на меня с сожалением, говорит, ну тогда и дал такую пачку машинописной текстом, на машинке отпечатанной, стихов его, ну фактически текстов песен. Ну, говорит, тогда почитай. И вот я делать нечего было, я читал, и мне вот эта именно песня «Я не люблю», я помню, она на меня произвела впечатление. И я после этого изменил свое мнение о Высоцком. Ну, я был там в 8 классе, наверное, в 9 классе. Это тоже явление русской культуры. Группа «Машина времени». А, да, ты много песен из этой группы слушаешь. Не так много. На самом деле я «Машину времени»
больше слушал в исполнении своих институтских друзей, чем, Да. чем в оригинальном варианте. Ну, для меня это ностальгические воспоминания. Мурту спел. Что ты делаешь? Сейчас вот фарш, видишь? О, Не фарш, а нарезанное мясо. да. Я буду нарезать туда лук, а вот это сейчас это секретный ингредиент Наумочкина. Он всегда добавлял одну картофелину. Только одну. Только одну. Одну картофелину добавлял. Ну, картошку тут надо мелкими кубиками. Чтобы никто не знал, что это картошка. Ее не будет видно, Просто как... как наполнитель. Да. Мне кажется, он поет, как ты говоришь, все сегодня поют. Как будто... Не, он так и говорит. Он гундос. говорит так? Он гундос, и у него как будто нос заложен все время. Он, кстати, для большинства современных россиян, он более известен не как музыкант, а как телевизионный повар. Повар? Да. Отлично. У него своя, уже лет 25-30, наверное. Ну, не 30, наверное, но 25, наверное, существует. Программа называется «Смак». Смак. Ну, Как по-английски смак? нет, Что значит смак? это, наверное, не переводится. Вот что-то вот такое, вот самое лучшее в еде, вот это смак. Смак. Самый смак, говорят. Посолим. Поперчим. Ой, это не слишком много. Нет. Ой-ой. А это Красный перец. паприка чем? Нет, это не паприка. Красный перец. Помешаем. К твоему вопросу, почему сначала начинку, Да. пока мы будем делать тесто, оно немножко промаринуется мясо. Красиво? Очень. Вау. Надо пробовать. Вкусно? Вкусно. Мгм. Может, сейчас просто будем. Давай просто ложками съедим. И все. Мама обидится. Это традиция. Не надо терять традицию. Американскую. Окей. Теперь тесто. А ты это в прошлый раз не делал. Ну, я высыпал муку, она какая-то немножко в комками. Поэтому решил просеять. Опять вулкан. Опять вулкан сделал. Анекдот тебе рассказать, который мой дедушка рассказывал. Хорошо. Про сито. Он рассказывал про бедного армянина, который решил пригласить в гости своего богатого родственника. Очень постарался, стол накрыл как мог. Ну, сели, выпили по рюмке, едят, разговаривать не о чем. Такая тишина стоит. Тогда вот этот хозяин говорит, с гостю говорит: Вазганджан, у тебя сито есть? Что? Сито есть у тебя? Есть, говорит, а что? Да ничего, говорим, да? Говорим, да? И это теплая вода. Ну, не комнатная температура.
Сколько соли было? Вот столько. Столько. Ну, это уже ты знаешь дозу, да? Сколько? Да, 2 гульки. One, two. Окей. 2 булька. 2 булька, не гулька. 2 булька. 2 булька. Точная дозировка. Ну, мука то же самое, как когда ты пельмени делала. Тесто то же самое будет. Да, так я что все говорю мука, я имею в виду тесто. тесто будет то же самое абсолютно. Так что можешь отсылать своих зрителей к тому видео. А, да. Теперь надо лепить. Когда давно не делал, надо вспомнить, какого размера нужно примерно. Они обычно большие. Такие. Вот такие. Ты скалкой не будешь? Буду, не волнуйся. А, вот там сзади скалка. Нормально. Пойдет. Вот так. Залепил. Вот так. Залепил. И края защипнул. Герметичность тут не нужна, как в пельменях. Вот и все. Потому что они не в воде будут, они будут на пару. Это завтра. Русские говорят окей. Сейчас, наверное, говорят. Язык меняется. Да. Не, мне нравится, когда мама говорит, как я прогуглила или как-то так. Угу. Прогуглила. Думаешь, завтра все съедим? Мам, ты надо сразу съедать. Да? Мам, тут легкая еда, она съедается быстро. Невкусное будет, если разогреть? Или холодное съесть? Все вкусно будет, но лучше съесть, пока свежий горячий. Поняла. Делаю последний. И мастерство проявляется вот в этом. Последний кусок теста и последняя порция мяса. Получилось то, что нужно? Ровненько. Вау. А мы же париус не играли. Грустная восточная музыка заменяет парис. Так можно тоже, да? Да, так можно тоже. Меня спрашивали. Да. Нас спрашивают. Зрители задают нам вопросы. Твоя тень очень интересно показывает. Вот и все.
подарок. Вот подарки. Вот и подарки. Продолжение будет с мантоваркой, Завтра. когда варить будем. Да. Вот наша заслуженная мантоварка. Где у нас она была? Вода уже стоит, греется. Угу. Сейчас мы вот эти уровни обработаем маслом, чтобы не прилипало. Это из России штука? Да. 4 слоя. Мгм. Там ничего нет. Ну, чтобы не прилипали, они когда будут там стоять, они расширяются. Расширяется даже из-за... Ну, Ну, там просто же меньше становится. Нет, ну просто они сейчас замерзшие, А, а когда они ну да. растают, они... Из морозилки вытаскиваем манточки. Манточки. Это ты так сказала, когда мы обсуждали, как будет единственное число для мантов. Ты сказала манточек. Манточек. Мне кажется, мы все не съедим в этот раз. Ну, мы даже все сейчас сразу Не поставим. не поставим вариться. Вот, быстро. Если нужно будет, добавим. Но только в этой можно готовить, да? А то не получится. Ну, в любом, который на посуде, где на пару можно готовить. Вода закипела. Сейчас ее уменьшим немножко. Кипение. И поставим. Они сейчас опустятся, и крышка закроется. А, вот сюда не попрыскать на крышку. Ну все. Минут 45-50. И они готовы. Будем выкладывать на это блюдо. Что? Видно? Видно. Товарищество Кузнецова в Будах. Да. То есть этому блюду больше 100 лет, потому что Да? производилось до 916 года, с конца 19 века до 916 года. Откуда у нас она? Ну, что, из бабушкиного приданого, я думаю. О, красиво. Еще немножко. Как красиво. Понесли. Красиво выглядит. Вы не начали брать? Я специально подвинула. Снял? Как красиво! Вау! Традиционная американская суперполдина. Да. Antonio Cruz is in this game. Third and 8. And they get to him. Ладно, пап, спасибо большое. Здоровья.